Все знают, что для того, чтобы похудеть, ну и вообще просто себя отлично чувствовать, нужно употреблять достаточное количество овощей каждый день. Но многие, например, я раньше, недолюбливают овощи с самого детства и не представляют, как же можно съесть эти самые рекомендованные 400 граммов. Сегодня я с вами поделюсь тремя вкусными, простыми вариантами салатов, после которых вы полюбите овощи и обязательно будете добавлять салаты в ваш рацион. Благодаря этому ваш вес будет снижаться, чувствовать вы себя будете отлично. Меня зовут Мария Мироневич. Я похудела уже на 55 килограмм. И салаты, кстати, один из секретов моего успеха. Так что давайте скорее приготовим эти вкусные и простые рецепты. Начинаем! Вода закипела, отправляю туда полкило замороженных брокколи. Делаем это все аккуратно. Кстати, не забудьте присолить водичку. Пока брокколи варится, я нарезаю соломкой красный сладкий перец. Ну а теперь вот буду такими достаточно крупными кусочками нарезать, потому что мне нравится очень сочетание крупных брокколи и сладкого красивого перца. Еще у меня есть 300 грамм томатов, это коктейльные, их я порежу четвертинками. Еще у меня есть парочка сливовидных томатов, они более крупные, и каждый сливовидный томат я разрезаю на 8 частей. 5 минут прошло, откидываю брокколи на дуршлаг, и я сразу включила холодную воду для того, чтобы их остудить, и чтобы они не завяли, а остались вот такими красивыми и зелеными. Перец и томаты уже салатники, ожидают красивые брокколи, соединяем их вместе. Уже очень красиво, пахнет просто замечательно. Делаем все еще ярче, добавляем баночку кукурузы, присаливаю салат по вкусу, добавляю 5 зубчиков чеснока, это опционально, я чеснок люблю и поэтому добавляю его много. Вы можете уменьшить количество или отказаться от чеснока. Добавляю 2 столовых ложки сметаны, сметана у меня 15% жирности. Все перемешиваем. Посмотрите, какой яркий получается салат. Мне прям вот только что пришло вдохновение. Наверное, его нужно назвать светофор. Кстати, этот салат я показывала в своих сторис в Инстаграм. Многие попросили рецепт, собственно говоря, поэтому сегодня и снимаю такое видео, чтобы такой рецепт был в вашей копилочке, потому что салат наипростейший, ну и наивкуснейший. Вот такой прекрасный и простой салат вы можете очень быстро приготовить. И что очень важно, внести разнообразие в ваш рацион. Одно и то же есть, конечно, надоедает. А вот такие простые варианты добавляют разнообразие. И питаться, в том числе и худеть, становится вкусно и интересно. Приятного аппетита! Следующий салат очень тоже простой, и еще замечательно, что его можно использовать не только как салат, но и как полноценный ужин, потому что он получается достаточно сытным. И сейчас, когда лето, жара, не всегда хочется готовить какой-то серьезный ужин, и такой салат отлично подойдет и как дополнение к ужину, и как отдельное блюдо. Начинаем! У меня есть вот такая малюсенькая луковка. Ее я нарезаю полукольцами. Конечно, стараюсь как можно тоньше. Для того, чтобы лук был вкусным, добавляю чайную ложку соевого соуса. На самом деле больше не надо. Этого количества достаточно. И перемешиваю, чтобы лук уже мариновался. Еще у меня есть сладкий перец. Делю его на 3 части. И затем нарезаю тонкой соломкой. Вот такие красивые коктейльные томатики. Их разрезаю на четвертинки. Для того, чтобы наш салат был сытным, я отварила 4 яйца вкрутую. И теперь каждое яйцо разрезаю на четвертинки и еще вот немного так. То есть не сильно крупно, не мелко. Салат необходимо немного присолить. Добавляем маслины без косточки. Вы можете использовать оливки, если они вам больше нравятся. И еще добавляю банку консервированного горошка. Добавляю щедрую чайную ложку горчицы. Еще добавляю 2 столовые ложки растительного масла. Посыпаем салатик зеленью. У меня сегодня укроп. Вы можете использовать любую зелень, которая есть у вас. И нам остается его только перемешать. Посмотрите, какая красота и вкуснота получается. Салат очень вкусный, сытный. Обязательно его попробуйте. И, конечно, напишите мне отзыв. Очень красиво, очень вкусно. И, кстати, для тех, кто вдруг неожиданно соскучился по майонезу, именно такое сочетание желтка, который есть в яйцах, растительного масла и горчицы дает такой флер некий майонезный. Но, конечно, это намного вкуснее и полезнее. Обязательно попробуйте приготовить такой салат.
Салат номер 3 – это просто палочка-выручалочка для тех, кому нужно и поужинать, и поесть салат, потому что его можно использовать как полноценный ужин. Вы получите белки, жиры и, конечно же, овощи. Начинаем готовить. Отправляю банку тунца в чашу для смешивания. У меня тунец натуральной заливки без масла. Сейчас я его дополнительно вот так еще перемешаю вместе с этой заливкой. Добавляю чайную ложку лимонного сока. Следом отправляется чайная ложка горчицы. И еще нам понадобится 2 столовые ложки растительного масла. Теперь все тщательно перемешиваем, и у нас получается такой рыбный соус. У меня есть красивый сладкий перец. Разрезаю его на четвертинки и нарезаю затем тонкой соломкой. Еще нам понадобится 1 длинноплодный огурец. Разрезаем его на половинку, а затем делим его еще на четвертинки. И теперь тоненько нарезаю огурчик. 100 граммов твердого сыра. У меня сыр красный чеддер. Нарезаю сначала вот такими ломтиками, а затем нарезаю мелким кубиком. Присаливаю совсем немного, потому что рыбка и сыр соленые сами по себе. Добавляю зелень укропа. Заправка у нас уже в салате, поэтому нам остается всю эту красоту и вкусноту просто тщательно перемешать, для того, чтобы соус с рыбкой, который мы приготовили, равномерно распределился. Нам остается сервировать салат, красивую салатницу и, конечно же, устроить себе вкусный, полезный и, согласитесь, очень красивый и яркий ужин. Приятного аппетита! Теперь в вашей копилочке есть еще 3 вкусных, простых, полезных салата из овощей, которые, я уверена, заставят вас их наконец-то полюбить и добавить достаточное количество овощей в рацион. Тем более сейчас уже почти лето началось, поэтому салаты нужно есть обязательно. И я обязательно с вами буду еще делиться своими вкусностями, которые ем, готовлю и отлично себя чувствую. Кстати, если вам хочется еще больше всего, то подписывайтесь на мой инстаграм. Там я в сторис постоянно выкладываю, что вкусное я ем и худею, и вообще рассказываю о том, что вокруг меня. В общем, больше информации в инстаграм, обязательно подписывайтесь. Кстати, если вдруг вы не подписаны и на YouTube, то скорее сделайте это и ударьте в колокол, для того, чтобы как только новое видео появляется на канале, вам сразу же приходило оповещение. И, конечно, если эти рецепты вам понравились, напишите, пожалуйста, ваш отзыв и поставьте лайк этому видео, потому что я всегда очень стараюсь для того, чтобы показать вам самые вкусные, самые простые рецепты, для того, чтобы вы не тратили много времени и денег, кстати, для того, чтобы вести здоровый образ жизни. Вот здесь появятся еще наши новые, полезные, интересные и обязательно вкусные видео. С вами была почти летняя, в Астрахани наконец-то 31 градус тепла, Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно, солнышка.